Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Работаем, девочки. Шьем яркое, солнечное, радостное, лоскутное одеяло. Заготовок нашила, на всю зиму хватит. Тем более, делать такие блоки, квадраты из двух треугольников, очень легко и быстро. Подробно об этом я уже рассказывала в предыдущих видео. Ссылки на них я оставлю в описании. А сейчас на экране вы видите схемы, по которым я шила эти квадраты. Можете поставить на паузу и перерисовать. А сейчас немного помедитируем с лоскутками. На канале Polystitch сеанс цветотерапии. Делаем блок 6 на 6 квадратов. Захотелось мне по краю сделать кайму из красных треугольников. Мои дорогие девочки, вы же понимаете, что я изшиваю эти лоскутки, а тем временем присматриваю ткани для новых проектов. Заглянула на сайт интернет-магазина 1 метр ткани. Миша очень просил, захотел привет передать моим подписчикам. А много ткани мне не надо, всего по метру, но разного цвета. Бязь, поплин, ситец. Ткань лежит, пить есть не просит, но она на виду, и под нее уже придумываются швейные проекты. А что именно я напридумывала, покажу в следующих видео. А в этот раз выбирала черно-белую гамму. И смотрите, какая красота! Вуаль и портьерная ткань. А ткань-дорожка с новогодними мотивами просто прелесть. А рогожка с имитацией вышивки просто супер находка. У меня уже есть придумка, как ее обыграть. И, конечно, запаслась молниями. Всегда нужны. В новом году планирую ходить в гости. Готовые подарки, комплекты постельного белья. В общем, всех порадовала. А Миша доволен больше всех. Любой каприз за ваши деньги. Все сокровища мира к вашим ногам. Такой у меня сегодня каприз. Внутри ромб. Контур обозначили, заполняем промежутки. Конечно, можно в интернете найти нужный рисунок, но интересней делать самим. Внутри ромба сделаем вертушку. Это как в том анекдоте, когда дети рассказывают друг другу, откуда они взялись. Кого в магазине купили, кого с интернета скачали. А один ребенок говорит: а у нас семья бедная, папа сам все делал. Блок начерно собран. Видите, сколько еще заготовок у меня осталось. Все детали я собирала на съемной столешнице. Сделала ее из кусков ламината. Очень удобно. Ее можно сдвинуть и освободить место для швейной машинки. Сшивать детали будем моим любимым способом – вертикальными рядами. Складываем вместе детали первой и второй колонки. Цвет ниток берем светло-серый, чтобы его не было видно на ткани. Длину стежка устанавливаем мелкую, около 3 мм. В начале и в конце каждой детали обязательно делаем закрепки. Нитки не обрываем, шьем гирляндой. Прошили первые колонки, перешли на маленький кусочек ткани, чтобы нитки не обрывать, и начинаем сшивать следующие ряды. Мелкие детали удобно проутюживать на мини-гладильной доске, которую я сделала сама из разделочной доски. Обратите внимание, в каждом ряду припуски на швы заутюживаем в разные стороны. Это надо для того, чтобы в местах соединения не образовывалось толстых швов.
А теперь будем соединять полотно дальше. Чтобы не запутаться, лучше сразу сколоть между собой детали, которые будем сшивать. Обычно, когда мастер показывает работу за швейной машинкой, фоном включают музыку. А я вас болтовнёй развлекаю. Вот дело было вечером, делать было нечего. Жарили картошку, ударили Антошку. Антошка побежал, председателю сказал. Председатель прибежал. В чем дело? А дело было вечером. Делать было нечего. Жарили картошку, ударили Антошку. Антошка побежал, председателю сказал. Председатель прибежал. В чем дело? А дело было вечером. Делать было нечего. Ну вот, уже почти красота нашита. Полотно держится на соединительных швах. Остается только его прошить, соединить по горизонтали. Швы образуют замочки. Готовим сэндвич. Ткань для обратной стороны, синтепон, потом красивая лоскутная часть. Обратите внимание, детали обратной части и синтепона на пару сантиметров больше лоскутного верха. Все детали тщательно скалываем булавочками, английскими или специальными для квилтинга. Начинаем с середины и идем к краям. Тщательно расправляем все ткани. Стежку ведем от центра. Прошиваем в шов простыми прямыми линиями. Самые уязвимые места при таком соединении мелких деталей – это косые срезы и диагонали, поэтому их прошиваем. Но сильно густую стежку делать не буду. Хочу, чтобы мое лоскутное дело сохранило объем и мягкость. Уже после того, как простегали деталь, подравниваем и обрезаем края. Сами видите, какой интересный, яркий и нарядный блок у нас получился. А вот эти блоки я нашила немного раньше, и каждый из них хорош по-своему. Не хочу теряться в сомнениях, правильно Виагра песню пела, выбирать один из 100 вариантов. Все они прекрасны, без исключения. Лучшие друзья девушек – это бриллианты. Сами понимаете, заготовки у меня еще остались. Потихоньку буду готовить блоки и придумывать новые узоры и новые варианты раскладок. Поэтому, кто еще не подписан, срочно подпишитесь, чтобы не пропустить продолжение. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!